Здравствуйте, друзья! Вы, наверное, как и все, думаете, как заработать денег. Так вот, сейчас я вам расскажу о создании мини-фермы в частном секторе. Конечно же, все мы любим мясные изделия. Это очень вкусный и ценный продукт, который богат белком, жирами, углеводами. Так вот, раз все это любят, значит, это можно использовать для того, чтобы заработать денег. А для этого для начала необходимо построить помещение для того, чтобы после этого завести свиней. В моем случае это были для начала приобретены породы вьетнамские вислобрюхие свиньи. Почему выбор пал именно на них, сейчас расскажу. А все это потому, что вьетнамская вислобрюхая свинья отличается высокой скороспелостью. Половой зрелости свинки достигают в возрасте 4 месяцев, кабанчики в 6. Они хорошо используют пастбище, обладают высоким иммунитетом. В откормочный рацион может быть включено до 50% грубых кормов за счет породной особенности их пищеварительной системы. Свиноматки вьетнамской вислобрюхой свиньи отличаются уравновешенной психикой, не создают проблем при уходе за потомством, высокой молочностью, хорошо развитым материнским инстинктом и особой чистоплотностью. Порода хорошо адаптирована как к влажному жаркому климату, так и к суровым зимам Центральной Европы. Спаривание у вислобрюхих свинок можно начинать у самок в возрасте 4 месяца, у кабанов 5-6. Супоросность свинок составляет 114-117 дней. Как правило, в помете обычно бывает от 6 до 18 поросят. Но вот лично у моих свинок меньше 9 никогда не было. В среднем 12. С учетом подсосного периода от одной свиноматки в год в среднем получают 24 поросенка. Неиспользуемые в интенсивном животноводстве особи живут 18 и более лет. Вес поросенка при рождении составляет около 500 грамм. В итоге вес взрослой особи достигает, сам максимально это до 150 килограмм. Питается данный вид свиней практически всем, что ей можно дать. Это трава, орехи, помидоры, огурцы, все, что остается у вас в отходах, они все прекрасно поедают. Также данный вид свиней являются очень добрыми, они легко подпускают хозяина, фермера к своему потомству. Никаких рывков в сторону фермера, никаких злобных действий данная свинья не осуществляет, является очень доброй. У этого вида свиней очень сильный иммунитет, они практически ничем не болеют. В результате, взвесив все за и против в отношении данной породы свиней, я пришел к выводу, что необходимо попробовать заняться именно этой породой. В целом, выгода от домашнего содержания свиней очень неплохая. Она стоит на втором месте после птицеводства. Получение мясной и сальной продукции, во-первых, для собственных нужд. Конечно, содержание свиней для себя предполагает траты на корм и вложение времени и физических ресурсов. Но зато после этого вы будете знать, когда свинья вырастет, вы будете знать, что
чем вы ее кормили и какое мясо вы едите. И вам не стыдно будет продать это мясо своим друзьям или просто на рынке. Итак, выгоду от содержания домашней свиньи можно разделить на три аспекта. Первый аспект – это при забое получения мяса для себя и своей семьи. Второй аспект – это продажа мясо-сальной продукции, потому что у свиньи нет таких частей, кроме костей и кишок, которые не шли бы на продажу. И то из кишок делают вкусную домашнюю колбасу, которая пользуется высоким спросом, а кости можно также продавать подешевле для, например, домашних животных, собак и так далее. Ну а третий аспект, естественно, является продажа поросят, молодняка, так как все, кто хотят в частном секторе заниматься данным бизнесом, свиноводством, для начала им приходится приобретать поросят, молодых поросят. Они очень всегда хорошо пользуются спросом. Существуют, конечно, и минусы в разведении свиней. Есть такой минус, как в том, что данный вид заработка на свиньях не постоянен, и его можно рассматривать всего лишь как дополнительный ресурс для своей семьи. Однако это является неплохим инвестиционным началом для тех, кто еще никогда не занимался этим. Вложение небольшого капитала, например, в 5 поросят, если просто посчитать, принесет вам примерно 180 тысяч рублей, ну, в среднем. Так как, если посчитать, предположим, если взять за базу 5 свиноматок, и каждая из них родит, опоросится где-то по 12 поросят, в целом получается 60 поросят. Если каждого из них продать еще молодняком по 3000, то получится 180 тысяч рублей. Если же мясом, то, естественно, будет немного больше. Исходя из этого, нужно понимать, что если заводить свиней мясной породы, крупных, ну, не вьетнамских вислобрюхих, то ваш прирост финансовый будет значительно выше. Но в дальнейшем, естественно, все зависит от вашей фантазии. Вы можете расширять свою ферму, можете заводить разные породы свиней, селекционировать их. Это очень интересное занятие и довольно продуктивное. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, оставляйте лайк, оставляйте комментарии, отвечу на все вопросы, поделюсь опытом. Оставшиеся видео можете посмотреть под музыкальное сопровождение. Всего вам хорошего, удачи в начинаниях. До свидания, до следующих встреч. Построение. Построение.